Привет, армия. Тэхён никогда не покидал сердце Чингука, и он это доказал. Среди суеты мира, среди сверкающей сцены и криков миллионов фанатов, был один тихий момент, который говорил громче тысячи любовных песен. Тэхён уютно устроился на коленях у Чингука. Они сидели рядом, одетые одинаково, тихонько хихикая сквозь заложенные от простуды носы, а Чингук, со всей своей нежностью и спокойствием, просто погладил Тэхёна по волосам с улыбкой, словно говоря: «Все в порядке, я здесь». То, что мы увидели в тот момент, не было совпадением, это был не фан-сервис, это был портрет такой чистой, такой настоящей близости, что словами не передать ее смысла. Мир может называть их друзьями, но они переосмыслили слово «дом». Представьте, мужчина чувствует себя плохо на частном рейсе и решает опереться на того, с кем чувствует себя в полной безопасности, и этот человек, вместо того, чтобы отстраниться или почувствовать себя неловко, обнимает его сзади, нежно гладит его волосы, смеется вместе с ним над мелочами, время словно остановилось. Это любовь, которой не нужны слова, это любовь, которой не нужно подтверждение, потому что, когда Чингук гладит волосы Тэхёна, он говорит на языке, понятном только влюбленным душам. Он не говорит «я люблю тебя», но показывает это самым тихим, но самым очевидным образом. И эта рука, невидимая на камеру, как считают многие армии, обнимает Тэхёна за талию, обнимает, а не держит, потому что есть большая разница между «держать» и «держать». Первое позволяет отпустить, второе – обещание остаться. Каждый их смех – не просто шутка, это еще одна форма близости. Когда Чингук смеется над Тэхёном, борющимся с простудой салфеткой, это не поддразнивание, это искренняя привязанность. Он видит его, действительно видит его самым уязвимым, самым честным, и все равно выбирает любить. Так что же отличает их от просто друзей? Все. Сколько лучших друзей сидят друг у друга на коленях? Сколько лучших друзей гладят друг друга по волосам наедине? Сколько лучших друзей смотрят друг на друга так, будто мир – всего лишь фон для истории, понятный только им? Тэкук – это не просто близость, они – доказательство того, что две души могут глубоко соединиться, не говоря ни слова. Они чувствуют друг друга, понимают друг друга, самое главное – принимают друг друга. Даже когда мир их осуждает, даже когда фанаты строят догадки, они все равно рядом, молча, в объятиях, в искреннем смехе. У Чингука, Макне, известного своей силой, стойкостью и непоколебимостью, есть и другая сторона, которая проявляется только рядом с Тэхёном, он становится нежным, заботливым, почти хрупким. Но хрупким он становится не потому, что слаб, а скорее потому, что доверяет. Он верит, что с Тэхёном сможет сбросить с себя все свои тяготы, он сможет быть самим собой, он сможет любить бесстрашно. А Тэхён? Он – загадка, которую может разгадать только один человек – Чингук. На людях он спокоен и харизматичен, но рядом с Чингуком он словно ребенок, обретший дом, он без колебаний наклонялся к нему, он смеялся без тени смущения. Даже когда ему было плохо, он все равно хотел быть рядом с Чингуком, потому что знал, что нет места уютнее, чем грудь, на которой он покоил голову. Не нужны были признания в любви, они через все это прошли. Их отношения строились на молчании, полном смысла, на незапланированном единении, которое казалось судьбой, на объятии, которое не было создано для камеры, а скорее рождено привычкой сердца. Если прислушаться, Чингук знает о Тэхёне все. Он знает, как меняется его дыхание, когда он устал, он знает его мелкие движения, его привычки, когда он нервничает, даже то, как он сидит, когда ему некомфортно. Это необычное внимание, это внимание того, кто наблюдал за ним, любил и заботился о нем всем сердцем. И такую любовь невозможно скрыть, такую любовь невозможно подделать. В мире, полном притворства, где так много делается ради имиджа и популярности, у них есть только честность. Чингук любит Тэхёна не потому, что он айдол, она любит его, потому что Тэхён – единственный человек, который может заставить ее почувствовать себя цельной. И Тэхён опирается на Чингука не потому, что устал, а потому, что чувствует себя полностью принятым. Когда видишь этот момент, в самолете, в одинаковых нарядах, с их заливистым смехом и непринужденными объятиями, тебе не нужны слова, нужно лишь сердце, чтобы почувствовать это. Речь не о том, есть ли у них романтические отношения. Речь о связи двух душ,
которая выходит за рамки ярлыков и определений. И публика тоже это видит. Комментарии заполонили социальные сети. Почему Тэхён такой спокойный на коленях у Чингука? Посмотрите, как Чингук обнимает и прикасается к нему, это не похоже на обычную дружбу. Их любовь не нуждается в подчеркивании. Но она все равно светится. Некоторые, конечно, это отрицают, но проницательное сердце поймет. Это любовь, которая растет тихо, медленно и непоколебимо. Любовь, которая не взрывается, а медленно сгорает. Любовь, которой не нужно признание, потому что она живет в каждом объятии, в каждом шепоте, в каждом их общем вздохе. Арми. Они не просто зрители, они свидетели любви, которая растет уже долгое время. Они видят, как Чингук всегда рядом с Тэхёном в горе и радости. Они знают, что за улыбками и песнями скрываются два сердца, молчаливо защищающие друг друга. Это не фан-сервис. Это любовь. Эти слова нашли отклик в сердцах поклонников. Потому что они знали, никакой сценарий не сможет переписать такие искренние чувства, никакой сценарий не сможет создать такие теплые объятия, только любящее сердце способно на это. А когда камеры выключились, когда свет на сцене погас, остались лишь два молодых человека, которые сидели рядом, смеясь, опираясь друг на друга, обнимаясь. Не для кого-то другого, только для них двоих. Потому что настоящей любви не нужны зрители. И, возможно, нам пора перестать искать логические объяснения тому, что так ясно чувствуется в наших сердцах. То, что произошло между Тэхёном и Чингуком, было не просто милым моментом, запечатленным на камеру. Это был кусочек честности, когда двое перестают скрывать друг от друга комфорт, который можно почувствовать только тогда, когда по-настоящему знаешь человека изнутри и снаружи. В мире развлечений, построенном на образах, сценариях и ролях, сыгранных ради индустрии, сложно отличить правду от вымысла. Но время от времени маленькая трещинка обнажает правду. И эта трещина появляется за смешком, за нежной лаской, на коленях, которое не просто место, на которое можно опереться, но место, куда можно вернуться. Тэхён наклоняется не просто от усталости. Он наклоняется, потому что знает, что рядом есть кто-то, кто не осудит его уязвимости. И Чингук гладит его не потому, что все смотрят. Он делает это, потому что так он любит, тихо, глубоко и искренне. Это не история фан-сервиса. И это не ложное утешение, чтобы подразнить фанатов. Это небольшой портрет отношений, которые больше нельзя назвать близкими друзьями. Потому что они перешли границу, не физическую, а эмоциональную. Пространство, которое принадлежит только им. Связь, которую не могут разорвать ни публика, ни СМИ, ни даже навязанные их агентствами истории. И мы это знаем, армии это знают, мир начинает замечать. Они не просто заботятся друг о друге, они знают друг друга досконально. Даже молча они все равно разговаривают. Взгляните еще раз на то, как Чингук смотрит на Тэхёна, когда тот спит. Как он не пытается привлечь к себе внимание, а просто сидит и наблюдает. Кажется, мир может рухнуть, но пока Тэхён рядом с ним, все будет хорошо. И посмотрите, как Тэхён не стесняется показывать свою уязвимую сторону. Он не притворяется сильным перед Чингуком. Потому что он знает, что маска не нужна, когда ты с тем, кто понимает даже самые мельчайшие трепеты твоего сердца. Они принимают друг друга безоговорочно, без вопросов, без привычных ограничений, налагаемых ярлыками «друг», «коллега» или «участник группы». А когда камеры выключаются, когда фанаты уходят, когда сцена снова затихает, остаются лишь два молодых человека, сидящих рядом, мало что говоря, да им и не нужно. Потому что они оба знают, они стали друг для друга домом. И, возможно, мы наблюдаем одну из самых искренних форм любви, которую когда-либо видела эта индустрия. Любовь, которая не требует всеобщего внимания. Любовь, которая растет в тишине. Любовь, созданная не для публичного потребления, а для душевного покоя двух душ, которые слишком долго держали все в себе. Итак, если однажды ты усомнишься в значении настоящей любви,
Помнишь Тэхёна, откинувшегося назад с холодным, красным от холода лицом? Помнишь Чингука, который ласкал тебя без колебаний, без условий? Помнишь, как эти два сердца нашли друг друга среди шума мира? Потому что в конце концов самая сильная любовь – та, которая остается, даже если ее никто не просил остаться. Тэхён никогда по-настоящему не покидал сердце Чингука. И сегодня он доказал это самым простым, но самым вечным способом. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let the